Еп. Раз, два, три, четыре, пять. Всем привет, ребята, всем здравствуйте. С вами, как всегда, я, Леха. И канал у нас называется Hard Games. Ну что ж, добро пожаловать на финал Assassin's Creed. Сегодня у нас ночной стрим с вами. Немножечко я выбился, ребята, из графика. Довольно у меня такие сложные сейчас дни. Немножко там приболели кое-кто. Так что вы, самое главное, не болейте. Итак, что у нас с Assassin's Creed? Было несколько вариантов решения вопроса, я их все перепробовал. Баг этот я не могу пофиксить вот в этой сцене на стене. Я подумал, ребят, ничего страшного не будет. Правда, я времени, наверное, потратил на решение вопроса. Ну, вот сегодня, сколько мы, да, часов посидели сейчас в Дискорде с ребятами. И до этого. Проблема это не только у меня, проблема это общая, такая общемировая, короче. Вот. Ну, ничего страшного, мы сделаем очень просто. Мы сейчас с вами просто зайдем и посмотрим прохождение другого человека. Я так никогда не делал, но в данном случае, ребят, я думаю, что это будет самое оптимальное, не скипать игру, а просто посмотреть финал. То есть я хочу узнать, какой будет финал в Assassin's Brotherhood. Ну и, соответственно, я думаю, все вместе, вообще всем ребятам будет интересно посмотреть на то, какой нас всех ждет финал. Так что располагайтесь поудобнее, чай, кофе, ребята, все дела, и приятного просмотра. Ну а я с вами вместе посижу, повтыкаю, посмотрю. Оп. Уже, ребят, все пробовали, ничего мне не пишите про сохранение, еще про что-то. Просто наслаждаемся игрой. Ребят, я слишком много на это времени убил. Убито, я повторюсь, прям максимальное количество времени. Владельцу канала спасибо огромное. Спасибо, дружище. Добросовестно мы воспользуемся твоим контентом. Очень хочу посмотреть, что будет в финале. Очень хочу посмотреть. Нам, кстати, осталось там в районе 25 минут. То есть недолго. Очень жаль, что такой баг словили. Интересно, он, кстати, проходит с этим оружием. Неплохо расправляется с врагами. И вот, собственно, эта сцена, ребят, которая у нас не запустилась. Чезаре! Тебя окружают стены. Бежать некуда. Ну подходи, Эцо! Тот самый, ребят, бой с Чезаре. Он не отвернется от меня. Интересно. Я лучший воин в мире. Назад. Найс. Я не опозорю себя поражением. Просто без... Вот так. Рим, Италия, Испания. Все это будет моим. Какой же будет финал? Хочу, кстати, заметить, что у Чезаре очень много хп. Очень много. Первый пошел. Душит. Вот, собственно, и конец. Трон был моим. Желание и право не одно и то же. Да что ты знаешь? Знаю, что настоящий лидер делает людей сильнее. Я приведу людей в новый мир. Пусть твое имя будет забыто. Рекуэска ин паче. Ты не можешь убить меня. Никто не может убить меня. Тогда я оставлю тебя в руках судьбы. А, он его не... Найс!
Красиво. Трон был моим. Да что ты знаешь? Я приведу людей в новый мир. Ты не можешь убить меня. Никто не может убить меня. Яблоко. Я так понимаю, это уже финальная сцена. Я так и думал, что финал будет с этим, с Колизеем связан. Где-то в этом месте. Есть. Это Колизей. Идем. Мы доберемся еще до рассвета. Постойте, дверь показалась мне странной. Кажется, у нее не было ручки. Сейчас проведу анализ. Отлично. Значит, нужен какой-то футуристический ключ. Похоже, что тут вербально активируемый механизм. В жизни не видела ничего подобного. То есть нам нужен пароль? Попробуй напеть Пятую симфонию. Проклятая европейская энергосеть! Теперь мы не сможем извлечь пароль из памяти Эцио. Все, кино не будет. Мы должны найти пароль. Ответ знает Эцио. Но вот в чем беда. Он мертв. Не могу поверить, что мы застряли. Я причем уверен, ребят, концовка какая-то будет, знаете, типа как этот. Типа тоже какая-то такая замудренная. Эй, может, пароль как-то связан вот с этим? Замудренный, как и в предыдущей серии, я имею в виду. Кстати, ребят, все, кто не смотрели предыдущие вообще серии, прохождение первой, второй части Ассасина, также все ссылочки на плейлист найдете внизу в описании, либо просто на канале. Добро пожаловать, приятного просмотра. Такой же символ был на двери сокровищницы. 14:19, 14:20, 14:21. А что, если это не дата? 1419, 1420. Боже мой! Что? Есть такой, да нет, ничего. Да говори же! Я и говорю. Тетраграмматон. 72 имени Бога. Видишь? Они заключены в 3 стихах книги Исхода, с 19 по 21. Но это еще не все. Выстроив 4 буквы иврита, составляющие имя, в равностороннем треугольнике, и сложив их числовые значения, мы снова получим 72. Точно? Ты уверен в этом? Да, Ребекка, именно поэтому я это и рассказываю. Но самое интересное впереди. В 72-м году началось строительство Колизея. Кажется, это и есть наш пароль. Шон, заводи фургон. Сейчас 100% их накроют. Это было бы все слишком просто. Не. Дежавю. Бля, какой же финал будет, Точно. а? Пошли. А как же мы? Вам, кстати, там может понадобиться историк. Шон прав, этот тоннель ведет под Капиталистский холм. Я помогу им найти другой вход. Будь осторожен, Дезмонд. Я поведу. Хорошая шутка. Я видел твою машину. Сколько интересно всего получается
лет Колизею. Люси, я уже скоро буду у входа. Есть какая-то, ребята, официальная инфа? Надо будет Очень зачекать хорошо. в гугле. Или напишите в комментариях, я посмотрю. Очень интересно. Гринч, спасибо. Буду иметь в виду. Очень интересно. Спасибо, ребят, за подписки. Добро пожаловать на канал. Даже не верится, что яблоко будет у меня в руках. Все давно шло к тому. Ты заслужил это. Интересно, изменит ли оно что-нибудь? Поможет ли нам? Должно. Иначе быть не может. 1951 год Колизея. Охренеть. Короче, условно, чуть меньше 2000 лет. Как думаешь, что мы найдем? Надеюсь, Обалдеть. что карту храмов. Представляете, сколько эти стены Яблоко увидели, просто да? так отдаст ее нам, да? Что-то не верится. Может быть, в этот раз нам повезет? Дальше сами продолжите. Здесь столько всего. Прямо настоящий лабиринт. В гипогиуме находились клетки для гладиаторов и машины, поднимавшие их наверх. А сверху, прямо над тобой, располагалась сама арена. Охренеть. Очень ценно. Спасибо, Гринч, спасибо тебе, дружище. Мне как-то не по себе. Ведь сегодня 10 октября. И что? Сколько дней до запуска спутника тамплиеров? У меня такое чувство, что я знаю ответ. 72. Какое это имеет значение? Мы просто возьмем яблоко и уйдем. Пароль от Ти. Кто-то хочет, чтобы мы ничего не напутали. Похоже на то. Кто этот кто-то? Наконец-то, снова на знакомой земле. Интересно. Найс зашел. Здесь мы поместим эпилог нашей истории. Пусть он попадет к тому, кто достоин. Пусть он направит его. Пусть поможет найти путь. Пусть спасет мир, который мы покидаем. Кто ты? Ты знаешь, у меня очень странная такая тема. Я не знаю, может, я пересмотрел каналы, знаешь, типа всякие вот эти вот по РЕН-ТВ и вся остальную херню, но очень похоже на то, знаешь, как будто какая-то была сверхразвитая цивилизация, знаешь, которая оставила послание. Вот почему-то меня вот туда вот тянет, вот в эту именно, в этом направлении, потому что крайне удивительно все вот это вот. Типа спустя столько времени не нашли вот эти секретные проходы. Хотя я уверен, ребята, в пирамидах и в других каких-то древних сооружениях куча всяких вот таких приблуд, которые до сих пор не найдены. В принципе, все объяснимо довольно. Ничего.
Спасибо за лайки, ребят, кстати, за подписки. Приятно. Блин, поздняя ночь. У вас 1000 человек сидит. Спасибо. Мое почтение, ребят. Напишите, кстати, в комментах, ребят, ждете ли Brotherhood. Вначале мы доверяли наши Надеюсь, там знания таких багов не будет. пергаменту, камню, памяти людей. Оказалось, что это недолговечные материалы, стертые огнем, стертые голодом, стертые потопом. Огонь, Люди потоп. снова стали невинными. Невинными и невежественными. Так оно и есть, да ладно. А реально так оно и есть? Охренеть. Слушай, не зря я РЕН-ТВ смотрю. Не зря, не зря. Не Brotherhood, я имею в виду, оговорился, ребят, Revelation. Revelation, да-да-да, я оговорился, конечно же. Вы поняли, я думаю, многие. Я имел в виду Revelation. Как вы думаете, ребята, вот, допустим, какие-нибудь древние пирамиды много вот в себе скрывают? И много ли еще откроет своих тайн? А ведь что-то до сих пор, наверное, не открыто. Что-то до сих пор не найдено. И причем, я думаю, что огромное количество всего. Будем ли мы остальные части проходить? Ребята, отвечу сразу на самый распространенный вопрос. Будем ли мы проходить остальные части Ассасина? Ребята, я повторюсь, еще раз всем привет, меня Леха зовут. Вы находитесь на Hard Games. Я из уважения к Ассасину, ребят, я даже сейчас, когда такой баг появился, я не скипнул, и я реально вместе с вами первый раз сижу и смотрю, какая будет концовка у игры. Это, наверное, первый раз такое вообще за всю мою историю стриминга, почти за 5 лет. Меня игра настолько сильно зацепила, что я вот ночью приехал в 2:30, и мне реально интересно на это посмотреть. Вот, мы пройдем все части Ассасина, все, которые вы попросите. Главное, чтобы история не ломалась. И дойдем до самого финала, потому что, ну, хайп какой-то там вокруг вот этой последней части, он мне не интересен. Мне интересна история и максимальное погружение в игру. Так что добро пожаловать на канал. Welcome. Продолжаем. А вы не торопились. Что это за место? Меня очкарик Санта-Мария раздражает Ратуэль. вообще дико. Ты видишь эти колонны? Санта-Мария. Они построены на развалинах. Говорят, что эта церковь стоит на месте древнего храма Юноны. Потолок мне нравится. Тебе понравился потолок, да? Путешествовать с тобой одно удовольствие. Здорово. Младший. Алексей. А я ноутбук. Хорошей а ты учебы, играешь. дружище. Спасибо. Обидненько. Ты в истории. Желаю удачи. Куда теперь? Здесь что-то есть. А, ну ладно, мы можем остаться здесь и помолиться. Типа храм в храме, что ли? Тут по стене. Тут довольно просто. Ничего нет такого прям необычного. Мы не создали их мудрыми. А теперь они — наша последняя слабая надежда. Они — это вы. Вы можете понять нас. Но вы ломаете наши орудия или обращаете их друг против друга. Мы уничтожили все, что смогли, и спрятали остальное. Быстрый проход. Что-то открылось. Но не все. А для того, чтобы уничтожить мир, многого не нужно.
Это безопасное место. Вечное. Хранить предметы, слова, мудрость, но не жизнь. Хотя мы были близки, но время разрушает нас. Мы можем отвлечь его, обмануть его, уклониться от удара, но его сила слишком велика, а терпение бесконечно. Мы не можем лично Начинается. сражаться с ним. Так, Аноним обязательно. этого вроде Конечно. в нет. Дезмонд, спускайся сюда. Уже иду. Спасибо, Аноним. Спасибо, брат. 50. Что бы это ни было, толку-то. Это тупик. Готовьте завтрак. Я не уверен, Привет, что... Дальний Сегодня Восток. на Дальнем Востоке это стрим дядь Лёши. Я с тобой смотрю. Не знаю, не первые сутки на ногах, но интересно увидеть, конечно. Вниз она поехала. Ясно, очкарик опять зафидел. Хадость. Да, если хочешь убить нас, приятель, то тебе надо больше стараться. Мы пришли. Нахер мы его вообще с собой взяли? Тупо руина. Так, теперь пароль. Если Шон окажется прав. Я всегда прав. Где Кстати, двоечка о том на тупике. восьмерочку? Нет, не было такого. Где мы эту музыку могли слышать? Как думаешь, она Откуда понимает музыка? по-английски? Напишите в комментах. Да говори уже. Ну ладно. Да 72. более знакомая, мне ее то ли заказывали где-то. Тупо прикинь, пароль просто 72. Все. После вас. Вы должны это видеть. Во, яблоко. Яблоко лежит в самом центре. Пора узнать, где находятся эти храмы. Дезмонд, те балки нужно выключать. Может, если попасть в каждую из них, получится подать ток на центральную платформу. Или превратить комнату в корабль пришельцев. Я могла И бы улететь. говорить 100 лет, и вы все равно не поняли бы. У вас 5 чувств, у нас 6. Типа надо время Одно понимать. мгновение от вас вы никогда не будете знать. Вы можете видеть, обонять, различать вкус, осязать, слышать. Но знание вам недоступно. Я вам говорю, у меня такое ощущение, что вот то, о чем я говорил, оно так и есть. Потом, когда мир начал гибнуть, мы пытались передать это через кровь. Связать вас с нами, но удача. При голубом сиянии вы слышите слова, но вы не знаете. Нам следовало остановить вас. Мне сложно сохранять спокойствие, зная то, что знаю я. Мы ждем тебя, Дезмонд. Ты придешь сюда. Ты активируешь его. Ты все поймешь, но слишком поздно. Все поймешь, но слишком поздно. Что это, Дезмонд?
слишком поздно. Мы дошли. Не могу поверить, что мы добрались. Так где эти храмы? Хочешь, чтобы я спросил? Или подумала, или еще что. Ты уверен, что задал правильный вопрос? Я знаю этот символ. Это фригийский колпак. Он символизирует свободу, а это масонский класс. Вместе они находятся только... Я не могу пошевелиться. Ты активировал яблоко. Оно общается с твоей ДНК. Отпусти меня! 72 дня до момента пробуждения. Ты — наше дитя и дитя наших врагов. Конец и начало. Тот, кого мы ненавидим и почитаем. Последнее путешествие начинается. С тобой через врата пройдет спутница. Но я не вижу ее. Крест заслоняет ее от моего взора. Что ты делаешь? Путь должен быть открыт. Ты должен сыграть свою роль. Весы должны прийти в равновесие. Хватит! Прошу! Ты знаешь очень мало. Мы должны направить тебя. Не сопротивляйся. Все, да? Нет! Иван, спасибо еще раз. Блять, ну вы серьезно, ёпта? Путь лежит перед тобой. Осталось найти ее. Пробуди шестой. Иди. Один. Ой, бля. Охренеть концовка. Просто охренеть. Я безумно хочу в следующую часть поиграть. Просто безумно. Здесь даже говорить нечего. Это 100% задел на следующую часть. Я безумно хочу посмотреть следующую. Это Revelations. Я так понимаю, да, вот как ребята написали, там заканчивается история Эцио. И причем то, что он самый харизматичный персонаж, мне писали еще и до этого. Мне говорили: Леха, типа обязательно не пропусти Эцио. Не пропусти Эцио историю именно в Revelations. Я говорю: окей. По-моему, в Revelations. Третья часть — это конец истории Дезмонда. То есть мы просто обязаны пройти тоже ее. Я так понимаю, третья часть идет уже после Revelations, правильно? Ну, я думаю, вы напишите, вы все распишите там, без спойлеров тоже в комментах. Ну что ж, интересная концовка. Я сейчас, скорее всего, тогда еще запущу один стримчик. Ребята, напишите все, что думаете. Это у нас финальная серия. Очень жаль, что не удалось мне именно самому поиграть. Но по факту, ребята, это просто последний бой. Ну, довольно примитивный. И, ну, немножечко там по стенам пробежаться, так что особо не жалею. Но главное, что досмотрели, и я теперь знаю концовку. И мне безумно хочется поиграть в следующей части, в следующей серии. Значит, пока выводы никакие про игру делать не буду, но она крутая. Она реально крутая. Вот, так что следующей игрой, ребят, у нас будет Ведьмак. Кровь и вино, последние. Завершим, конечно же, это. И попрощаемся с Ведьмаком. Как бы это грустно ни звучало, но это та игра, с которой я когда-то
начинал стримить. Это, по-моему, была вторая моя игра после Dark Souls 3. Так что как-то так. Ну что ж, позвольте мне откланяться, друзья мои. Я пойду смотреть игру нашей команды. И, может быть, чуть-чуть попозже еще залечу. Посижу на фейсте, покатаю. Посмотрим, короче. Вот. Все, кто спят, ложитесь спать. Все, кто будет это смотреть в повторе, ребят, приятного просмотра. Надеюсь, напишите какой-нибудь коммент. Можно парочку написать. Все. Всем доброй ночи. Всем пока-пока. С вами был Леха и канал Hard Games. Удачи вам, ребята.